Здравствуйте, друзья! Кто продал Аляску? Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Автор Евгений Антонюк. 18 октября 1867 года в Новоархангельске, ныне Ситка, в присутствии русских и американских военных, а также нескольких уполномоченных лиц, под оружейные залпы был спущен флаг российско-американской компании и поднят флаг США. В тот же день на борту американского судна русский капитан Пещеров подписал протокол о передаче Аляски Америке. Так завершилась почти вековая история русской Америки. Продажа Аляски стала одним из наиболее спорных вопросов российской истории. До сих пор нет единого мнения, надо ли было продавать Аляску, было ли это ошибкой или даже предательством, а может наоборот крайне выгодной сделкой. Давайте выясним, как и почему была продана Аляска и было ли это правильным решением. Освоением Аляски занималось не само государство, как можно было подумать, а специально учрежденная российско-американская компания, которая фактически была полугосударственным, но все же частным предприятием. В число крупных акционеров компании помимо богатых купцов и промышленников входили как личные императоры, так и члены императорской семьи, а также высокопоставленные государственные деятели и военные. Ничего удивительного в этом нет, поскольку на тот момент это было достаточно распространенной практикой. Далекие колонии осваивались полугосударственными компаниями. Например, Индия – Ост-Индской компанией. Свои Ост-Индские компании были у Португалии, Франции, Голландии, Дании и даже Швеции. А Канада, например, осваивалась и до определенного момента управлялась компанией Гудзонова залива. Почти все они строились по одному шаблону. Крупными акционерами были монархи и особо императорской крови, а также богатейшие торговцы. При участии РАК на Аляске было построено несколько небольших поселков, выполнявших роль торговых пунктов. В поселках жило незначительное число русских торговцев, охотников, военных и прочего персонала, в связи с чем возникла потребность в постройке церквей. А через церкви начиналось распространение русского влияния на местных аборигенов, многие из которых принимали православие и учили русский язык, благодаря чему на Аляске в отдельных населенных пунктах до сих пор сохранились креольские диалекты с сильным влиянием русского языка. Фактически русская Америка управлялась РАК, однако формально она являлась частью сначала сибирского, а затем и восточно-сибирского генерал-губернаторства. Расцвет русской Америки был связан с личностью Александра Баранова, который был ее первым управляющим и занимал этот пост наиболее долгий срок в истории. При деятельном участии Баранова на Аляске были построены несколько городов-поселков. Как правило, они представляли собой несколько десятков деревянных жилых домов, небольшой форт для охраны, казармы небольшого гарнизона, церковь и, в некоторых случаях, школу. Главной ценностью на Аляске в то время были каланы, чей мех очень дорого ценился во всем мире. Более никакой ценности столь далекий и труднодоступный регион в то время не представлял. Климатические условия там были скверные, и полноценной колонизации региона не проводилось. Одновременно во всей Аляске находилось не более несколько сотен человек, в основном служащих РАК, разумеется, не считая аборигенов. Однако к середине 19 века РАК переживала не лучшие времена. Прибыль от торговли пушниной сократилась, промысел по ряду причин был в упадке, и дела компании складывались не лучшим образом. Фактически она держалась на плаву только благодаря дотациям из бюджета. Главной проблемой было то, что Аляска находилась очень далеко, буквально на краю света, и затраты на содержание колонии были немалыми. Кроме того, в случае военного конфликта Россия была не способна защитить столь далекий регион. Эти опасения возобновились после Крымской войны, когда существовал реальный риск захвата Аляски. В тот раз спасла только хитрость. Поскольку официально РАК была частной компанией, а не государственной, ей удалось договориться с американцами о фиктивной сделке по аренде Аляски Америкой на 3 года, в связи с чем англичане не решились напасть на колонию.
Только благодаря этому Аляска сохранилась за Россией, потому что несколько десятков солдат из гарнизонов на Аляске, конечно, не защитили бы ее. Более того, чтобы разрушить какой-нибудь город на Аляске, достаточно было одного хорошо вооруженного боевого корабля, который просто разметал бы все постройки за несколько залпов. К тому же Аляска граничила с британскими и американскими территориями, и это было крайне неудобное соседство. Рано или поздно американское или канадское влияние распространилось бы настолько, что Россия вынуждена была бы уступить Аляску, и не обязательно по доброй воле, а в случае ее продажи по собственной инициативе за нее можно было выручить более-менее приличные деньги. Теоретически Аляску можно было продать как США, так и Британии, но англичане тогда считались главным геополитическим соперником, а американцы наоборот главным другом. Отношения США и России в середине 19 века были близки к идеальным. Не случайно Россия оказалась одной из немногих стран, открыто поддержавших северян в гражданской войне. Англичане оказывали негласную поддержку южанам. Примерно так рассуждал брат императора Константин Николаевич, предложивший проработать этот вопрос. Предложение Константина Николаевича нашло поддержку в Министерстве иностранных дел. Однако начавшаяся в США гражданская война на несколько лет отодвинула этот вопрос. В конце 1866 года состоялась встреча императора Александра II, нескольких министров, великого князя Константина Николаевича и российского посла в США Стекля. На встрече было принято единогласное решение о продаже Аляски. Стекль отправился в США, чтобы предложить американцам сделку. Предполагалось выручить за Аляску как минимум $5 миллионов, но удалось договориться даже на чуть лучшие условия и выручить за нее более 7 миллионов. Примерно 122 миллиона современных долларов. Это было немного дешевле, чем цена, за которую французы в свое время продали Луизиану. Но надо учитывать, что французы продали огромные, стратегически важные и, самое главное, крайне плодородные земли с великолепным климатом, тогда как Аляска была безлюдной окраиной с отвратительным климатом и без каких-либо эксклюзивных ресурсов на тот момент. Весной 1867 года стороны подписали договор о продаже Аляски, и он был подтвержден императорским указом. Начались приготовления к передаче региона новой администрации. 18 октября флаг российско-американской компании в Новоархангельске, главном городе Аляски, был спущен и заменен на американский флаг в присутствии должностных лиц с американской и российской сторон. В договоре о продаже указывалось, что все имущество на территории Аляски передается американской стороне. Исключение было сделано только для имущества православной церкви, которое было передано православным аборигенам. Что касается российских подданных, которых на момент продажи Аляски находилось там около 2500 человек, то им предоставлялся трехлетний срок, за время которого они должны были либо вернуться в Россию, либо остаться на Аляске с условием, что они будут обладать всеми правами американских граждан. Часть русского населения выехала в 1868 году, остальные, в основном женатые на местных женщинах, предпочли остаться. Сделка по продаже Аляски породила множество мифов и легенд. Например, крайне популярен миф о том, что Аляска была не продана, а передана в аренду на 100 лет, и якобы Хрущев или Брежнев по политическим соображениям отказались от возврата Аляски в 60-е годы 20 века. Этот миф не имеет под собой ни малейших оснований. Достаточно только взглянуть на опубликованную в полном собрании законов Российской империи Конвенцию об уступке Аляски. Второй миф – коррупционная составляющая сделки. Якобы Стекль был подкуплен американцами, чтобы провернуть выгодную сделку. Однако все было наоборот. Это Стеклю приходилось уговаривать американцев купить Аляску. Против сделки выступала достаточно влиятельная группа американских сенаторов, которые не понимали, зачем покупать безлюдный кусок земли с отвратительным климатом. И полагали, что хитрые русские просто вводят американское руководство за нос, сбрасывая им свой балласт за достаточно крупные деньги. «Зачем мы покупаем белых медведей за такую сумму?» – говорили они. Отдельные газеты высмеивали глупость Сьюарда, госсекретаря США, курировавшего сделку с американской стороны.
По слухам, Стеклю даже пришлось подкупить нескольких сенаторов, чтобы они поддержали сделку в Конгрессе, а также редакторов газет, чтобы они прекратили высмеивать сделку. Третий миф. Россия не получила никаких денег за Аляску. Якобы деньги были сконвертированы в золотые слитки, а корабль, который вез их в Россию, затонул, и страна осталась ни с чем. Это современная легенда, появившаяся уже в конце 20 века. На самом деле американцы, как и положено, оплатили покупку по безналичному расчету, а полученные от них деньги были направлены на строительство новых железных дорог в России. Главный вопрос, интересующий всех – чем же все-таки была продажа Аляски – преступной глупостью или выгодной сделкой? Парадокс в том, что на этот вопрос существует два правильных ответа. Продажа Аляски в 1867 году в тех условиях и том состоянии была выгодной сделкой, а вот продажа Аляски, допустим, спустя 100 лет была бы преступной глупостью. На момент продажи Аляска действительно была не тем лакомым куском, о котором мечтают. Безлюдная территория, отсутствие ценных природных ресурсов, невероятная удаленность. По транспортным условиям того времени на дорогу из Петербурга до Камчатки уходило 3 месяца непрерывного пути, а Аляска даже дальше Камчатки. Плохой климат, малопригодный для жилья. Держаться за зоопарк с белыми медведями, как называли Аляску в американской прессе тех лет, имело бы смысл либо ради имиджа, либо с целью потенциального освоения. Однако даже в континентальной России все еще оставались неосвоенными огромные территории в Сибири и на Дальнем Востоке. На освоение одновременно всех направлений ни сил, ни ресурсов не было, а без освоения континентальной России не могло быть и речи о полноценном освоении Аляски. Аляска, помимо того, что требовала огромных затрат на полноценную колонизацию, была еще и чрезвычайно уязвима в случае военного конфликта. Поэтому отказ от Аляски и ее продажа означали, что все силы будут сосредоточены на континентальной колонизации Сибири и Дальнего Востока. Даже после продажи Америки Аляска не развивалась и была заброшенным краем. Только через 30 лет после ее продажи там случайно было обнаружено золото. Вспыхнула золотая лихорадка, которая привлекла в регион десятки тысяч искателей счастья и удачи. Но вскоре она схлынула, а нефть и вовсе была найдена лишь через 100 лет после продажи, в 70-е годы 20 века. Только через век Аляска стала полноценным штатом США. Ранее она не могла содержать себя самостоятельно в качестве штата и считалась территорией, поскольку существовала за счет вливаний федерального бюджета. Но во время продажи никто и не догадывался о скрытых в ней природных ресурсах. Поэтому выбор был лишь из двух вариантов. Либо продать сейчас и получить за нее хоть что-то, либо продолжать тратить на нее существенные суммы, в случае конфликта рискуя потерять ее. Поэтому неудивительно, что на тот момент сделка оказалась очень выгодной, а сейчас воспринимается как великое упущение и большая неудача. Автор Евгений Антонюк. А как бы вы поступили на месте России? Отдали бы Аляску или оставили себе? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.